Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз, что ждет вас до конца мая. События и неожиданности. Давайте узнаем, что же случится, скоро произойдет, а возможно это будет внезапно, стремительно для вас. Ну и к чему все идет до конца месяца. И начнем мы несколько нетрадиционно наш расклад. Мы достанем две карты и зададим вопрос, сбудется ли ваше желание, осуществится ли ваше намерение. Не торопитесь формулировать. Вполне вероятно, когда вы досмотрите наш расклад, вы уже можете видоизменить этот вопрос. Время у вас будет. Возможно, вы захотите поиграть со своей интуицией, а ваша чуйка работает великолепно. И, может быть, вы зададите вопрос, что будет, если я поступлю одним образом или как-то иначе. А может быть, это уже какой-то у вас есть выбор. Или как карту совета воспринимать, да? И следующая колода Ленорман Чиро Маркетти. Здесь у нас конкретные вопросы, которые могут нам прояснить, что же там произойдет до конца мая месяца. И первое, если мы уж спросили, что внезапно, что неожиданно, возможно, что вас удивит и будет для вас стремительным каким-то событием. Что уйдет? Что, возможно, завершится или вы завершите сами? Ну и, соответственно, а что придет нового, что придет взамен? Следующая карта. Что будет меняться в вашей жизни? С чем или с кем связаны эти перемены? Что будет продолжаться, к чему это все идет? И последняя карта. Приятные сюрпризы, приятные неожиданности или какие-то приятные известия, может быть и так. То, что вас порадует, то, что больше, как минимум, либо для души приятностей добавит, либо улыбок на вашем лице. Что же там внезапно, стремительно и, возможно, вас удивит? Вопросы дома, вопросы стабилизации многих процессов. Все-таки эта карта, она очень емкая, когда путаница некоторые уходит, когда ваш, может быть, распорядок каждого дня, режим труда и отдыха тоже как-то уравновешивается. И если предыдущий период, может быть, с января месяца, а то и раньше, у вас намечался какой-то хаос, и вы не могли что-то даже распланировать, поверьте, мои дорогие рыбы и рыбки, до конца мая больше будет определенности. У кого-то из вас, я такое тоже не исключаю, решение о переезде, все же в дом, может свидетельствовать напрямую о стенах, где мы находимся, но точно так же может удивить какая-то конфигурация, которая связана с домочадцами, с вашей семьей. Давайте достанем дополнительные карты и несколько раскроем. Что же там удивит, что для вас будет внезапно, неожиданно. Но какие бы ни были изменения, просто знайте, что здесь это вам во благо. Но это буквально вы сами. И ведь и правда где-то карта соответствует, даже если мы не рассматриваем чаши как человек, который рожден под знаком зодиака стихии воды, хотя кто знает, может быть и удивит конкретный человек, и пусть у нас король, а может быть это будет и девушка, женщина, но это может быть тот человек, который, как и вы, способен чувствовать вас. Может быть это ваши близкие, а вполне вероятно это ваши сами планы, да, вас удивят, когда вам захочется что-то переиграть. Но тут я больше... Вас будет удивлять май именно стабильностью. Окончание мая для вас может быть таким периодом, когда у вас заканчивается долгий период сложностей, когда вы не могли или не знали, как поступить, когда вы не знали, как вам действовать, когда вы не знали, какой путь избрать. Или, может быть, это касается даже личной жизни. Здесь может удивить, все-таки я такое допускаю, ваше решение, которое может означать, с одной стороны, правда, завершение. Вот мы узнаем, что нам скажет следующая карта. Или когда вы на что-то решитесь, вы можете сами себя удивить, может быть, даже новым интересом, потому что это старший аркан, страшный суд. И суд вовсе не страшный. Это карта избавления от боли, избавления от страданий. Как будто наша девушка, она показана на дне, как будто всплывает, да, к поверхности. Заканчивается вот этот какой-то тягостный период, и, может быть, вас это где-то удивит. Возможно, кто-то из вас уже настроился на какую-то более далекую траекторию, что мне придется долгое время что-то преодолевать и преодолевать. А здесь, мои дорогие,
Здесь будет развязка какой-то истории. И вот, видимо, вот эта стабилизация, это, знаете, не просто как вдохновение или возможность больше отдыхать, может быть, даже у кого-то так, а когда вы чувствуете, что в ваших руках много рычагов, и когда вы сами как творец собственного счастья, больше будет чего-то у вас получаться. То есть даже какие-то проекты, которые вы начнете, может быть, как новые, поверьте, мои дорогие любимые рыбы и рыбки, вы увидите плоды труда своего. Вы увидите, что вы правда маги и волшебники. Ну, давайте следующую карту. Возможно, вы сами что-то будете завершать, но, а может быть, и что-то уходит. Двойственность какая-то. Карта лилии, ну, здесь у нас скалы расположены, прорисованные, да, но вообще в традиции Ленорман это больше, это карта лилии соответствует. Но здесь нам эта колода Чиро Маркетти изобразил художник как бы какую-то задвоенность. Есть живые цветы, а есть точно такой же рисунок, который изображен на витраже. И витраж – это то, что не живое, это то, что было когда-то прежде, и оставило это определенный осадок в вашей душе. И я могу сказать, что завершается, опять же, где-то все то, что я говорила, но может быть как прежний жизненный этап. Вообще это карта искренности, карта откровенности, карта чистоты помыслов. Но может быть и есть какая-то история, которая для вас пока неоднозначная. Иногда это может говорить королю пик соответствует, это ваше важное решение, может быть и по части личной жизни. Давайте узнаем, так что же там идет. Я не вижу, что тут на 100% уходит. Тут что-то будет вами изменено. Вполне вероятно, это будет связано даже с каким-то человеком, королева жезлов. Может быть, и есть человек, который рожден под знаком зодиака, стихии, огня, овен, лев, стрелец. Здесь вы можете вместе сообща прийти к какому-то согласию. Можно помириться, безусловно. Откровенные разговоры, они тоже проходят по этой карте. Давайте еще одну карту. Так что же уходит, что завершается? Вот пусть идет, так и хочется сказать. Восьмерка мечей – это карта, как и искаженного восприятия, но также и как мы что-то себе надумали. Может быть, это и человек где-то тоже как надумал, да? Может быть, и были какие-то нюансы, когда вы не пришли к одному какому-то мнению. Тогда вот эта двойственность, да, когда одна какая-то позиция или чья-то, и позиция другого человека. Здесь мы можем именно искренне, вот так откровенно что-то прояснить. Потому что как будто девушка у нас находится в одном пространстве, а то, что видит в зеркале, это совершенно не соответствует реалиям. О, карта император. Да тут, по сути дела, вы знаете, у кого-то может быть и смена работы, у кого-то может быть так складываются события, когда не вы меняете работу, меняется что-то в жизни человека, который вам хорошо знаком. Или когда меняется даже, ну, как по работе что-то, или по достижениям, как и у вас, так и у человека. Тут могут измениться ваши планы, ведь посмотрите, по сути дела, император – это организация. На деле мы часто что-то реструктурируем. Может быть, вам и придется, я, кстати, не исключаю, обращаться в какие-то инстанции. Может быть, у вас май будет тем месяцем, когда ну, много будет разъездов или много будет каких-то консультаций. Потому что по императору очень часто у нас идут именно еще и структуры. Но ваша организация жизни, она здесь тоже меняется. А что придет взамен? Ой, как замечательно. Добрые вести, мои дорогие, придут взамен. Какое-то предложение. Может быть, действительно, ваш какой-то интерес, когда вы понимаете, а нет, вот уже то, что я начинал даже когда-то, может быть, и недавно. Вот я такого не исключаю. Вы тут что-то можете переиграть. А потому что интерес изменился, обстоятельства изменились. Вы себя видите в новом свете. Вы уже видите себя как с новыми перспективами. У вас что-то и стабилизируется. И здесь, знаете, продолжается в каких-то добрых энергиях. Может быть, сама по себе какая-то новость, которая будет связана с приездом человека, вам знакомого. Может быть, вы куда-то поедете. Может быть, и к вам кто-то приедет. Я такого тоже не исключаю. Добрая весть какая-то или важный разговор, какое-то предложение. Более того, это соответствует, как у нас всадник,
на радуге, мои дорогие. Радуга – это какие-то перспективы, когда начинают исполняться наши желания. И девятка червей, когда мы более чем остаемся довольны. Но самое главное, добрые события спешат в вашу жизнь, новые. И избавление от какой-то путаницы. По рыцарю мечей, правда. У вас будет тот период, когда это как новое. Вы можете услышать случайно или найти какое-то предложение, кто ищет работу, или что-то, может быть, тут по части изучения, да, тут и работы где-то взаимосвязаны, и перспектив одновременно. Когда вы сами себя сориентируете, очень быстро, как собрался, подпоясался, куда-то поехал. Или поехал что-то узнавать, или доузнавать, что-то согласовывать. Будьте готовы, что у вас будет тот момент, период или дни, когда вот нам нужно себя организовывать очень быстро, не потерять как будто времени. И, может быть, более того, вы будете узнавать точно так же, как работает закон. Скорее всего, вы будете что-то даже согласовывать. Вот правда, тут приходит сама по себе как радость, новые возможности, все то, что я сказала по аркану всадник. Но здесь еще и ваши действия. Вы как будто будете что-то действительно переделывать, как переходить между двух берегов, да, или вот над этим обрывом. Я не исключаю, что кому-то потребуется знание законов, или кому-то из вас потребуется, может быть, первые шаги-то вы делаете, а нужно еще больше времени для того, чтобы что-то изучить. Кто-то, может, так задумается, куда-то отправиться очень далеко, в другой город, а у кого-то, может быть, и другая страна, и, понятно, тут и язык нужно выучить, и разузнать, что за местность, да, и какие там законы, какой менталитет. У кого-то ведь и так может проиграться. Вот она организация. Когда мы действительно ее меняем, свою именно, и внутреннюю организацию, ну и буквально режим дня, потому что много нужно успеть. Жизнь, интересно, бьет ключом. Причем, мои дорогие, это будет ваш, вот этот ключ, это как родник, это ваше какое-то желание. Когда вы готовы, словно даже, может быть, 2 шага вот этого перехода к тому, что вы не делали раньше. Или того, что еще месяц, может быть, назад особо так не присутствовало в вашем сознании. Или присутствовало, но это так, знаете, мысль пришла и ушла. Или создавала у вас какую-то путаницу, и вы все время от этого отказывались. Вот у вас будет доброе время для того, чтобы сделать, ну, какой-то очень важный шаг. И, может быть, вы даже удивитесь самим себе, что еще что нового идет на ваш порог, карта императрица. Ну, для кого-то по личной жизни, правда, могут быть перемены. Смена места жительства, как я говорила, или планируемая, очень емкий аркан. Для кого-то из вас может быть изменение в жизни ваших близких. И причем тоже для вас они могут быть неожиданны, а для человека они хорошие. Но и для вас одновременно тоже создают какие-то перспективы. Может быть, удастся решить какой-то очень сложный вопрос. И знаете, вот что-то оставить позади. У нас император и императрица, у кого-то пересмотр взаимоотношений, у кого-то пересмотр по работе, по учебе, по месту жительства. Ну вот у каждого здесь какая-то своя деталь будет, когда, ну, не будет как раньше. Теперь дорога к свету, теперь только вперед. Что будет меняться? С чем это связано или с кем? Если нам карта дома выпала, мои дорогие, да, как стремительность, неожиданность, и ведь где-то аист и гнездо – это жизнь паре. Это может быть, опять же, место как гнездо, да, вашего пребывания. И, безусловно, перелет, мы говорим, птицы, да, аисты. У кого-то будут перемещения, и ведь и правда. Кто-то переедет или задумается об этом, как я уже долго говорила. И у каждого свои побудительные мотивы. Может быть, для кого-то из вас смена, ну, знаете, как ваших планов произойдет в разных сферах жизни. И это вас заставит вообще что-то более глобально пересмотреть. Давайте мы достанем дополнительные карты. С кем, то есть тут как и с чем, так и с кем, по сути дела, могут меняться ваши планы. Ну, давайте поконкретнее узнаем, с чем или с кем будут связаны эти перемены. С любовью, мои дорогие, взаимоподдержкой и с какой-то счастливой историей. Может быть, и придется договариваться. Вот посмотрите, личная жизнь
финансы и какое-то продолжение перспективы, причем на далекий период времени. Я говорю иногда, это карта марафонского забега, буквально лет на 10. Вполне вероятно, вы что-то будете планировать как свою перспективу. Это может быть то, что касается ближайших месяцев, но и хочется вот именно видеть вот эту дистанцию, вам захочется это. Если сейчас даже такого нет, то тут и обстоятельства как-то так будут складываться. Вы будете задавать себе вопрос, мне это нужно или мне лучше это видоизменить? Мне воспользоваться этим или нет, я сделаю несколько иначе? Вот сами по себе перемены присутствуют в вашей жизни. Но точно так же я не исключаю, что есть тот человек, который готов участвовать в вашей жизни или ваши планы совпадают. Это может быть и помощь. Иногда по этой карте это те лица, которые нам способны помочь дельным именно советом или помочь материально. Вот если у кого-то из вас тема финансов, когда нужно решить вопрос или нужно закрыть какой-то платеж, вот здесь как будто это получается. Что же будет продолжаться? Ой, как здорово, вообще обожаю эту карту, смотрите. Правда, тут какое-то взаимодействие, волшебное взаимодействие. Карта собак – это всегда друг. Это и искренность, это и надежность, это и взаимоотношения, которые строятся на взаимопонимании, ну и где-то на преданности тоже. Но вот что интересно, Чиро Маркетти изобразил собачку. С одной стороны, у нее такая медалька на груди с анаграммой ЧМ, то есть Чиро Маркетти, как будто он себя проецирует, как будто он кому-то, ну, понятно, это в лице вас может быть пересмотрено, как, может быть, и в вашу сторону есть такой человек, который предлагает свою дружбу, но эта дружба не предполагает какие-то ошейники и поводки, обратите внимание. Да, предлагает, как будто, но нет вот этих рамок жестких, нет вот какой-то догмы в отношениях, когда двое друг друга понимают без слов, мои дорогие. И вот это будет продолжаться. Вы можете фильтровать свое окружение именно на людей надежных. И дом, и собака, и карта аисты, карта императрицы, любви. Здесь, правда, как, знаете, что-то, как силы как небесные, может быть, приводят в вашу жизнь какой-то невидимый механизм благополучия. Давайте узнаем. Приятная новость, приятный сюрприз для рыб и рыбок. Ну вот это, наверное, все то, что я говорила. Вам будет легко избавляться от того, что наносное, от того, что не нужно. Карта метла. Карта плеть, правда. Плеть имеется в виду, что мы сами себя, скорее всего, потому что позиция, что приятно, как будто вы будете, может быть, где-то планировать по времени и более жестко. Может быть, нужно в несколько инстанций успеть или много чего успеть сделать до конца мая. Но вас это будет радовать. Это будет радовать в первую очередь, потому что в течение мая будет у вас чувство, что заканчивается какая-то сложность в моей жизни. Наступает время, как вымести ссор или избавиться от каких-то грустных мыслей, от того, что теперь не имеет ни разу никакого значения. Теперь все будет иначе. Давайте узнаем, сбудется ли ваше желание. Первый вариант – сбудется то, что вы задумали. По рыцарю кубков то что-то хорошо начинается, это точно. Правда, карта не говорит однозначно, что это будет долго продолжаться, но то, что как бы предпосылки для исполнения этого желания, они точно есть. Ну, давайте дополнительные карты. Колода ведьмочек. Сбудется ли намеченное, задуманное? А нам говорят, что тут придется тебе совершить некоторые действия. Возможно, тебе придется что-то разузнать или переделать, опять же, документы. Карта ожидания иногда свидетельствует именно о регламенте. Когда должен, допустим, пройти какой-то срок. Мы подали документы, хотим получить обратно, да, какую-то бумагу, документ, а нам нужно подождать. Или для одной бумаги еще 10 каких-то нужно приготовить. Сбудется ли ваше желание? Точно. Тут, вы знаете, тут у вашего желания или исполнения просто есть действительно свой срок. Ведь иногда карта шестерка пентаклей – это помощь высших сил. Это карта такого, знаете, общего баланса. Это как карта помощи. Я не исключаю, что тут будут люди, которые вам откликнутся или будут помогать. Или пусть это просто вы контактируете с какими-то персонами,
которые внимают, рады вас слышать, рады вам помочь. И пусть это будут даже чиновники. Здесь, да, я допускаю вот этот самый регламент, или то, что, ну, не так быстро, или не те сроки, которые вы задумали. Но ведь это карта победы, успеха, финансового, кстати, успеха. Для кого-то может совпадать, может быть, с финансовой историей. И тут и начинается, вот это, знаете, как выбор правильного направления. Вот ваша интуиция работает великолепно. Как будто рыбы и рыбки знают, куда нужно идти и куда идти не нужно. Или то, что, ну, может быть, уже выстрадано, да, и пришло время завершать. Вторая позиция. Сбудется ли ваше желание? Да. Но приготовьтесь к тому, что нам все равно как будто нужно от чего-то отказаться, от жезлов делить нашу жизнь четко, как грань, на период до и после. Сбудется ваше желание, но у вас будут помехи, будьте к этому готовы, вас могут отговаривать от принятия какого-то важного решения. Это исполнение желания может начаться с какой-то новости, но посмотрите, у вас дважды исполняется и второе желание. Но все-таки семерка жезлов нам будет говорить, не все будут рады, или не все будут согласны, или, как я говорила, отговаривать. Действуйте именно так, как подсказывает ваша душа. Тут у вас открываются новые возможности на протяжении всего расклада. И пусть не такой далекий срок, правда, до конца мая. Но значит, мои дорогие, любимые рыбы и рыбки, вы можете сделать что-то очень знаковое в этот период. Пусть это будет пара каких-то шагов, но они будут иметь великолепные перспективы. Перекладывайте на себя. Я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши очень душевные и добрые комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал и читайте мои публикации, все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.